Всем привет, дорогие друзья, с вами Орел ТВ, и сегодня у нас будет новый обзорчик на моем канале камеры GoPro 12 Black. Я недавно себе купил эту камеру, потому что хотел увеличить качество своего контента. Правда, сейчас я и снимаю на телефон, потому что камера будет в обзоре, но все равно. В общем, я хочу рассказать о том, как я купил эту камеру, какие нашел достоинства, какие недостатки и в целом мое общее впечатление. А также в видеоролике будут некие тесты этой камеры. Я попробую сделать обзор максимально детальным, глубоким, но все же не могу сказать, что я профессионал съемки, и поэтому какие-то моменты я могу упустить, или в каких-то моментах я могу ошибаться. Так что не считайте этот обзор истинным и ориентируйтесь на свое личное мнение. В общем, простой обзор для таких пацанов, которые первый раз хотят купить какую-нибудь камеру и просто смотрят видеоролики на YouTube, чтобы узнать, какую камеру лучше взять. В общем, вот такая вот GoPro, новая версия, 12-я, я ее покупал за 35 тысяч рублей на Озоне. Не скажу, что дешево, но и не совсем дорого, как и другие камеры, например. Вот такая вот незамысловатая коробочка, тут есть облако, то есть видеоролики, которые вы снимаете, они загружаются автоматически на облако, но об этом чуть позже. В комплекте у нас вот такая коробочка, но она пустая, потому что я ее уже распаковал. И сейчас я расскажу, что там было внутри. Внутри у нас вот такая вот инструкция на всех языках мира, ну, в принципе... Если вы особо ничего не понимаете, то можете ее прочитать. Но я думаю, что основную часть я все-таки расскажу в этом ролике. Также у нас реклама подписки от GoPro. Впрочем, если честно, я ей не пользуюсь. Но она, видимо, дает какие-то преимущества. Также тут небольшие рекламные бумаги, что нужно скачать обязательно приложение. Поэтому перед тем, как вы запустите свою камеру, я советую вам сразу же его скачать на телефон. Потому что это очень важно. И инструкция, как засовывать и включать камеру. Батарея, микрокарта. Кстати, что касается внутряночки, в некоторых комплектах может идти SD-карта, но в моей камере ее не было, поэтому я ее покупал отдельно. Небольшие наклеечки GoPro, ну, можно, например, на комп наклеить или еще что-то такое. Также в комплекте была зарядка Type-C, насколько я знаю, там не было блока. Также в комплекте есть такой переходничок, крепление для штатива. Его можно использовать, чтобы прикрепить камеру на какой-нибудь штатив, но я, если честно, им не пользуюсь. И для всего этого дела есть ключик, с помощью которого можно все закрепить. Вот такая вот у нас камера, фронтовая часть ее, задняя часть ее. Сейчас мы ее включим. Как заявляет производитель, камера является водонепроницаемой, но все же я советую вам прикупить чехольчик, либо для антиударов вот такой вот, либо же водный, если вы хотите снимать в воде. Но, в принципе, это не обязательно, но советую, вдруг что. Снизу есть вот такая система крепления. Можно ее вот так открыть и закрепить камеру. Кстати, очень полезная тема, потому что я неоднократно этим пользовался. С левой стороны у нас есть вот такая кнопка Power, с помощью нее включается камера. Сверху есть кнопка съемки. Если камера выключена, то камера сразу же будет включаться и снимать видеоролик. Также есть сзади дисплей, с помощью которого можно видеть себя, но об этом чуть позже. И самая главная часть — это батарея с SD-картой. Открывается она, как по мне, не очень удобно. Нужно вот так вот ногтем прижать. Эта штука оттопырится и откроется сам разъем. Тут батарея, которая будет у вас в комплекте, также забыл сказать. Ее нужно сюда вставить. Type-C зарядочка и слот для SD-карты. Обязательно нужно иметь SD-карту, чтобы включить камеру. Это очень важно, потому что я первый раз купил себе камеру и не знал об этом. Поэтому имейте в виду, если у вас нет SD-карты в комплекте, то нужно докупать ее отдельно и потом вставить, только тогда камера запустится нормально. Ну и без лишних слов давайте включим камеру. Нажимаем на кнопку. Итак, я включил камеру. Для более лучшей контрастности я понизил яркость на своем телефоне. И давайте начнем осматривать, какая у нас внутрянка есть. Слева написано у нас, сколько можно снимать или фотографировать. Например, потому что тут есть несколько режимов. Фото, на которые можно фотографировать. Видео, на которое можно снимать, но это логично. И режим таймлапса. Я его, если честно, не пробовал, но, кстати, надо будет как-нибудь заюзать. Справа зарядка, каждый режим можно настраивать. Давайте, например, рассмотрим настройки видеоролика. Самая главная кнопка снизу позволяет вам сменить качество. На данной камере доступно качество от Full HD 60 FPS до 5.3. 30 кадров, как я считаю. Тест этой камеры будет чуть позже. Справа у нас есть выбор компоновки, где мы можем выбрать полный кадр, вертикальную съемку, например, для ТикТока, Инстаграма и прочее, и широкий экран, например, для формата записи видеороликов в формате кино. Ладно, я просто от себя сказал. Справа у нас есть скорость замедленной съемки. С помощью этого параметра вы можете снимать видео замедленной съемки, что логично. Чем больше кадров, тем плавнее будет изображение. Данный параметр очень сильно нагружает батарейку. Также при горизонтальной компоновке у нас есть возможность выбора объектива.
Линейный, с помощью которого можно заблокировать горизонт, и, например, камеру можно вертеть как угодно, но она будет снимать только горизонтально. Линейный объектив без рыбьего глаза. Как тут написано, хорошо подходит для съемки пейзажей и живописных кадров. В общем, это обычная камера, как я считаю. Универсальный широкий угол обзора. Очень упорото выглядит, я на него делал влог, вы можете посмотреть на моем канале. Также широкий угол обзора, очень хорошо подходит для съемки от первого лица, как тут написано. И самый жесткий — это широчайший угол обзора. Это эффект погружения. Каждый из этих объективов мы протестируем далее в видеоролике. Тут уже выбирайте сами, какой вам подойдет. Лично мне нравится широкий. Пробежимся немного по настройкам фото. У нас есть два режима. Первый — это ночное фото, который регулирует выдержку для съемки в темноте при слабом освещении, как тут написано. Я считаю, что эта функция хорошая, потому что GoPro снимает очень плохо ночью, и выдержка в данном деле очень важна. Но можно сделать настройки более гибкими, об этом попозже. И режим суперфотографии. Он автоматически подбирает оптимальную обработку, но в общем результаты вы увидите на своем экране. Как я считаю, режим довольно хороший. Ну и также у нас есть возможность выбирать объективы. Это широкий угол обзора и без эффекта рыбий глаз. Перейдем к более глубоким настройкам. Нужно свайпнуть вверх для того, чтобы они открылись. В этой камере есть голосовое управление. Например, можно сказать GoPro выключись, и камера выключается. Полный список команд я позже покажу. Также можно включать и выключать звук на этой камере, но предпочитаю его выключать, потому что может жрать батарейку. Также есть возможность включить Quick Cape. Насколько я знаю, эта функция позволяет снимать 10 секунд до того момента, как ты включаешь съемку, и сохранять их. Ну, чтобы не пропустить какой-то крутой момент. Но, если честно, я не особо шарю. Также у нас есть возможность блокировки экрана. Настройка заднего экранчика. Это вот этого экранчика, который у нас находится сзади. Например, его можно отключить, ну, если вы хотите там снять что-то скрытно, к примеру. Также можно отобразить только состояние, то есть на заднем экранчике будет написано, что происходит на камере. Можно его включить, и тогда сзади будет отображаться, что снимается. Ну и можно включить полный экран, это будет немного другое отображение, скажем так. Также у нас есть регулировка ориентации. Ее можно, например, заблокировать. В таком случае, если камера будет поворачиваться, то она будет оставаться в одном положении. И есть режим объектива Max 2.0. Если вы, конечно же, имеете такой объектив, можете включить этот режим. Также у нас, если свайпнуть вправо, можно подключить устройство. Например, Bluetooth устройства, которые совместимы, к примеру, как телефон, чтобы передавать фотографии и прочее. Также можно поменять управление на полное. Об этом тоже поподробнее. Полное управление может давать полный контроль над всеми настройками, что мы рассмотрим тоже чуть позже. У нас есть параметры, в которых есть настройка автовыгрузки. К примеру, вы можете снять видеоролик, и он автоматически зальется на Quick сервера. Вроде, насколько я знаю, это платно. То есть вручную вы можете бесплатно это все загружать, а автовыгрузка, насколько я знаю, это платно. Также беспроводные подключения, в которых у нас есть сведения включение беспроводных подключений, то есть, насколько я знаю, это возможность передачи дистанционно фотографий и видео. Сведения о камере, частота Wi-Fi, с помощью которой камера будет подключаться к телефону, к примеру. Также у нас есть вкладка «Общий», где можно настраивать громкость звуков. Quick Capture также можно же тут включить или выключить. Также есть предустановки по умолчанию. Это как раз таки вот эта кнопка сверху, которую я показывал в начале, какое действие будет выполнено после того, как вы на нее нажмете. Также можно настроить автоотключение камеры, если ничего не происходит, то она автоматически отключается через определенный диапазон времени. И индикация. В настройках видео мы можем установить битрейт, высокий или стандартный. Если устанавливаете высокий, то у вас будет больше места уходить на карту памяти, но зато видеоролик будет качественнее. Также битовая глубина, рекомендую использовать 10 бит, потому что на монтаже можно больше кастомизировать видеоролик, а также он тоже будет более качественным. Но, естественно, за качество нужно платить памятью. Также можно устранить мерцание, если, например, у вас есть какие-нибудь световые устройства, у которых 50 или 60 Гц. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете. Я рекомендую этот параметр ставить на 60 всегда. И голосовое управление, о котором я уже говорил. Тут у нас прописаны команды, которые используют камера. Я думаю, что в новых обновлениях их станет больше. Можно также выбрать язык, на котором будет поддерживать камера голосовые команды. Не только русский тут есть. И выключить и включить его можно. В экранах мы можем изменить ориентацию, выключить задний экран, выключить фронтовой экран, если так нужно, уменьшить или увеличить яркость и сделать сетку заднего экрана для того, чтобы было лучше видно. Вот такая сетка для того, чтобы лучше понимать, как снимать. Ну, я думаю, что для тех, кому это надо, те поймут. В настройках языка у нас язык, собственно говоря, нашей камеры.
В настройках даты и время можно настроить дату и время камеры, которая показывается сверху. Ну, вы видели, там было изначально. В настройках модулей мы можем поставить настройки для определенного модуля внешнего на камеру, насколько я понимаю. В кнопке сведения у нас есть обновление GoPro. Для этого нужно приложение, которое я покажу чуть позже. Сведения о камере и сведения об аккумуляторе. Также у нас есть нормативная информация. Ну, ничего интересного. И кнопка сброс для того, чтобы в случае каких-либо проблем можно было сбросить камеру до заводских настроек. Если в верхних настройках мы свайпнем влево, то у нас будут настройки карты памяти. Тут можно управлять SD-картой и настроить автовыгрузку. Напоминаю, что, насколько я знаю, это платно. Теперь перейдем в полные настройки видеокамеры. Господи, зачем я это включил? Нажимаем с полными настройками на нижнюю кнопку, и тут мы можем кастомизировать наш шаблон. Настройки меняются в зависимости от выбранного объектива, то есть если, например, у вас есть объектив Max 2.0, то тут будут совершенно другие настройки. Но если мы говорим про встроенную камеру, то тут можно настроить свой пресет. Давайте, например, создадим новый. Тут мы можем выбрать предустановки для стандартного режима съемки, HDR и Log. Насколько я знаю, последний режим связан с постобработкой видеороликов, которые вы получите. Я в нем, если честно, не особо разбираюсь. Но, к примеру, стандарт. Можем выбрать соотношение сторон 16:9 классическое, 9:16, если снимаете вертикально 4:3 и 8:7. Данный режим, насколько я знаю, предназначен для того, чтобы потом вытягивать изображение на постобработке. Можно выбрать разрешение. Для каждого формата и режима съемки они могут быть разные. Минимально 1080, максимально 5.3, как я уже говорил. Также можно выбрать частоту кадров, объектив и Hyper Smooth. Дальше у нас идет раздел съемки. Тут мы можем настроить длительность съемки. Ну, например, вам нужно снять определенное количество минут, и потом камера должна остановить съемку. Я обычно ставлю без ограничений. Можем включить High Side. Также у нас есть таймер, типа авто-селфи, типа 3 секунды до съемки и все прочее. Также можно тут регулировать зум. Далее у нас идут настройки ProTuner, цветокор и все прочее. Огромное внимание стоит уделить инструменту выдержка, потому что он позволяет настроить выдержку под съемку в разных местах освещения. Но я думаю, что профессиональные настройки можно посмотреть в интернете. Также у нас есть баланс белого, тоже одна из немаловажных настроек. Минимальное и максимальное ISO, для того, чтобы, опять же, лучше сделать регулировку изображения и видеоролик на постобработке, а также просто резкость, цвет. Можно, например, выбрать неестественный цвет, то очень интересно смотрится в видеороликах, например, когда чувак едет на лыжах и прочее. Также у нас есть регулировка подавления лишнего шума ветра. Насколько я знаю, ее лучше тоже регулировать, но, в принципе, автофункция довольно хорошо справляется, но если у вас будет слишком большой шум, вы можете проверить и настроить ее вручную или выключить, если она вам не нужна, потому что она может тратить батарейку. Также у нас есть возможность записи звука в отдельную дорожку, насколько я знаю. Прикольная тема, я так думаю. Можно что-нибудь из этого сделать. Также можно выбрать медиамодуль, если вы подключили, например, Bluetooth наушники. Тут есть Bluetooth, напомню. И использовать их в качестве микрофона для камеры. Далее у нас идет настройка ярлыков. Это вот как раз те настройки предустановки, которые были сверху. Их можно настраивать и ставить сюда разные кнопки. Нажимаем галочку, и тут у нас есть несколько названий, под которым мы можем сохранить наш пресет. Выбираем его. К сожалению, нельзя поставить своего. Это очень печально. И нажимаем галочку. После этого пресет сохранился, вы можете использовать его когда угодно и, самое главное, сколько угодно. Ну и напоследок выскажу несколько слов о самой камере. Очень важный момент — это то, что данная камера не очень хорошо снимает видеоролики в темное время суток. Я ее проверял, я надеялся, выставлял выдержку. Это, в принципе, может все помочь, но по большей части не надейтесь на ночную съемку с этой камеры, потому что вам нужно будет либо жертвовать качеством, либо жертвовать яркостью изображения, что не очень хорошо. Также для данной камеры я бы порекомендовал купить штативчик, чтобы с ней было удобнее гонять. И помимо этого я еще хотел сказать, что в данном модуле, в штатном имеется в виду камеры, нет фокуса. Ну, для кого-то это может оказаться сюрпризом, для меня это в принципе оказалось сюрпризом, потому что я хотел сделать обзор, но из-за фокусировки у меня это не вышло. В принципе, можно докупить модуль с фокусировкой, макросъемкой, но это все будут костыли, и для каких-то мелких работ по типу пайки или чего-то такого, где нужно видеть четко детали маленькие, данная камера точно не подойдет. В целом, за такие деньги, я считаю, камера хорошая, не особо дорогая, не особо дешевая, но сойдет, скажем так. Итак, первый режим съемки — это цифровой объектив, линейный, с блокировкой горизонта. Краски сейчас покажу
что я могу крутить камеру и изображения никуда не будут уходить. Я сейчас сниму с телефона, как это выглядит. Вот, но по логике на съемке не должно ничего быть. Вот так вот это происходит. Я сейчас кручу камеру. На ней ничего не должно измениться. Картинка должна быть одна и та же. Съемка обычного объектива линейного без рыбьего глаза. Написано, что хорошо подходит для пейзажей. Вы как раз таки сейчас слышите звук с этой камеры. И вот немножечко видов. Теперь широкий объектив в этом же формате, в котором снимал свой влог. Он будет в подсказках, так вы можете детально оценить этот объектив широкий, потому что он упоротый с рыбьим глазом, поэтому я его решил использовать. Проверим немного стабилизацию. Я сейчас побегу. Вот такая стабилизация. Вы все видели на своем экране. Супер широкий объектив. Видим такой эффект. И самый широкий объектив Hyper-View. Он подходит для эффекта погружения. Я сейчас зашел в свою новую квартиру, которую я еще не доделал. И вот как раз таки сейчас с этим объективом снимаю. Угол обзора, конечно, очень огромный. Точнее, не угол, а вот этот эффект погружения. Вот такое болото тут. Заодно в этом эффекте я могу еще показать о том, как темные участки выглядят на GoPro, а именно конкретно какие недостатки есть, если снимать эту территорию. Порой тут хотя бы есть свет, но вот если зайти полностью сюда, то на камере видно небольшие шумы. Камера пытается, конечно, их подавить, но такое. Также я сейчас использую микрофон, который находится в наушниках. Я сейчас отойду от камеры, зайду буквально вот за этот угол. Я не буду отходить слишком далеко, это могут быть помехи, у меня не самые дорогие наушники, но в принципе вы можете использовать этот способ как запись звука, если у вас наушники очень хорошие. Также в них вы можете слушать видосы на самой камере, потому что есть предпросмотр. Ну и рассмотрим по бырику приложение Quick Capture от GoPro, которое позволяет перекидывать абсолютно без всяких проблем наши картинки и видеоролики. Выглядит оно примерно так. Как только вы авторизуетесь, у вас будет вот такой экран, где вы можете посмотреть альбомы, сделать альбомы, разблокировать подписку. Напоминаю, что подписка дает возможность автовыгрузки после того, как снимется какое-то видео или фото. То есть оно автоматически будет отправлено на сервера Quick. Но я считаю, что это бесполезная функция, потому что все это можно сделать вручную буквально. Вот в медиа у нас хранятся наши материалы, которые уже на данный момент скачаны на приложение. Сверху у нас есть и на телефон. На телефоне у нас будут все картинки, которые у нас есть. Переходим в студию. Тут у нас есть небольшой монтаж, где мы можем отмонтировать каждый видеоролик. Можно вроде как хайлайты какие-то получать, тут написано. Но я, если честно, этим не пользуюсь. Есть и более крутые редакторы, поэтому не вижу смысла. Также у нас имеется, собственно говоря, сама камера. Давайте я покажу, как она работает. То есть мы нажимаем на Turn on Bluetooth, разрешаем. Я не знаю, сейчас сможет подключиться камера. Да, у нас тут показывается, что идет съемка. Тут идет прямая трансляция того, что происходит на камере. Сейчас я включу камеру и покажу, что тут можно делать. Итак, сверху у нас есть показатель беспроводной сети, то есть мы можем поменять частоту подключения камеры к Wi-Fi 2 на 4 ГГц или 5 ГГц. А на кнопочке «Посмотреть медиа» мы можем подключиться к нашей камере и посмотреть наши записи, фотографии, видеоролики, а также возможность их оттуда скачать. Также у нас есть кнопка «Preview», где мы можем
получить прямое изображение с нашей камеры на данный момент. И, в принципе, у нас есть все те настройки, которые есть на самой камере, мы можем их выставить в самом приложении для дистанционного использования, так скажем. Также хочу сказать еще парочку слов о том, что с этой камеры можно стримить, вот, то есть можно запускать с нее стримы, например, подключив эту камеру к Nation Alerts. Камеру можно выключить, ну, в общем, полный функционал точно такой же, как и на самой камере. Еще стоит сказать парочку слов о самой камере. Данные с этой камеры нельзя напрямую скачать на компьютер, только если через SD-карту, то есть нельзя подключить USB-провод с камеры на компьютер. Это так не работает, в 12-й версии, по крайней мере, как я узнал. Вам нужно использовать специальный SD-ридер, чтобы загрузить видеоролик на компьютер, либо же использовать облако Quick, иначе никак. Это является крупным недостатком этой камеры. Я не знаю, почему не убрали эту функцию.